Сегодня приготовлю хрустящий хлеб без духовки. В казанке, на плите и с минимальным количеством дрожжей. Всего 1 грамм. Просеваю 500 грамм муки, чтобы обогатить ее кислородом. Муку использую обычную белую. Добавляю 8 грамм соли, 1 грамм сухих дрожжей и размешиваю венчиком муку, соль и дрожжи. – 320 мл теплой воды. Сначала замешиваю тесто лопаткой, а далее вымешиваю рукой. Если вам видео окажется полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и по возможности оставьте комментарий. Эти простые действия мне очень помогут в продвижении канала. Тесто вымешиваю несколько минут. Оно должно выйти липковатым, слегка будет липнуть к рукам. Тесто оставляю в миске и накрываю пленкой. Можно накрыть и крышкой. Полотенцем не накрываю, так как тесто должно стоять 12 часов и за это время может подсохнуть. Из-за маленького количества дрожжей тесто будет стоять 12 часов. Прошло 12 часов, тесто хорошо поднялось. Снимаю пленку, немного смачиваю руку водой, чтобы тесто не липло к руке, и по кругу складываю тесто в середину, как на видео. Как только вы почувствуете, что тесто станет упругим, достаточно. Теперь нужно поставить тесто на расстойку. Я буду использовать для расстойки пластиковую миску, в которую положу вафельное полотенце и посыплю мукой. Досмотрите видео до конца, чтобы не упустить важные моменты, а также читайте описание под видео, где я указываю нюансы, на которые стоит обратить внимание. Перекладываю тесто на полотенце, присыпанное мукой, посыпаю сверху немного также мукой и накрываю. Оставляю тесто на 1,5-2 часа при комнатной температуре. Время расстойки прошло, тесто хорошо поднялось, и теперь нужно его переложить в казанок. Казанок у меня размером 22 см в диаметре и высота 11 см. Я предварительно его смазал немножко маслом, чтобы хлеб легче отходил. Перекладываем, как я показываю на видео, хлеб в казан. Аккуратно снимаем полотенце и, если нужно, поправляем хлеб, чтобы он был по центру казана. Круговыми легкими движениями, взявшись за ручки казанка, накрываю крышкой казанок и отправляю выпекать его на маленький огонь. Выпекаю с одной стороны 30 минут, с другой 15 минут. Прошло 30 минут, хлеб хорошо поднялся, накрываю обратно крышкой и буду переворачивать на другую сторону. Можете повторить за мной и перевернуть таким же способом, только аккуратно, не обожгите руки. Если у вас остались вопросы по данному рецепту, задавайте их смело в комментариях, постараюсь обязательно ответить. Так, прошло еще 15 минут, хлеб приготовился, нужно снимать. Вот такой красивый, ароматный и хрустящий получился хлеб. И это все без духовки. Перекладываю хлеб остыть на решетку и можно пробовать. Всех благодарю за просмотр и до встречи в следующем видео.